Sorry. So, It's not at all. yeah. So let's start. Okay, so I'm now switching over to Russian, but you will Yes, hear please. that immediately. Okay. Дорогие друзья в России, дорогие друзья в Санкт-Петербурге, уважаемые коллеги, я хотел бы выразить, что для меня большая радость и честь иметь возможность представить вам сегодня тему оценки на основе моделирования. Семен уже переводился меня, но меня зовут диетмар, я профессор международных финансов в Ноттингемском университете. Я также являюсь директором Европейского института количественных финансов. Оценка бизнеса на основе моделирования является одной из наиболее актуальных тем исследований. Здесь, в Германии, но на всем мире, потому что мы все видим, что традиционные модели, как КАП-АМ, не работают. Этот новый подход позволяет оценивать компании с учетом риска даже в условиях несовершенных рынков капитала. Анализ рисков оцениваемой компании занимает центральное место в оценке стоимости компании. Риски берутся не с рынков капитала, как в современной теории рынков капитала, а из рисковой ситуации самой компании. Такой подход позволяет правильно оценить стоимость компании и в России без необходимости анализа рисков через рынки капитала, как в России, так и за рубежом. Благодаря высокому количественному уровню науки в России оценка бизнеса на основе моделирования может быть использована для разработки собственного подхода для российских финансов. Почему? Is this my first slide, Simon? Yes. Yes, okay. I switched it. Okay. Почему мы должны использовать оценки бизнеса на основе моделирования? Оценка бизнеса на основе моделирования, по-английски Simulation-Based Valuation, уже некоторое время известна как альтернатива оценки бизнеса на основе КАП-М. Преимущество оценки бизнеса на основе моделирования состоит в том, что она фиксирует позицию риска для конкретной компании посредством планирования на основе ожиданий. Планирование на основе ожиданий – это планирование, при котором рассчитывается ожидаемая стоимость по всем возможным сценариям планирования. Это позволяет провести объективную оценку с учетом реальной ситуации с рисками в компании. Оценка компании на основе моделирования особенно подходит для оценки компании среднего размера, M&A-проектов, это значит покупки и продажи компании, стартап-компании, компании в кризисной ситуации и для интеграции страновых рисков в оценку компании. Okay, can you switch over? Yes. В чем заключается концепция оценки компании на основе моделирования? Оценка бизнеса на основе моделирования опирается на информацию о рисках самой компании, которые определяются с помощью анализа рисков. Здесь проводится различие между хеджированными и нехеджированными рисками в компании. Также можно провести различия между систематическими
и несистематическими рисками, как это приятно в КПМ. Эти риски моделируются в рамках бизнес-плана с использованием функций распределения и составляют основу объективного бизнес-планирования. Метод моделирования Монте-Карло определяет величину агрегированных рисков в рамках анализа риска. Данные по величине риски формируют основу для оценки бизнеса на основе моделирования. Simon, can you? Yes, yes, yes. Какие преимущества имеет оценки на основе моделирования над КПМ? Оценка на основе моделирования позволяет включить в модель все совершенства и несовершенства рынков капитала. Бета, это бета КПМ, в случае полной диверсификации и общая бета, по-английски total beta, в случае полной концентрации активов акционеров, это особые случаи, которые также можно смоделировать при оценке на основе моделирования. Дополнительно можно принимать во внимание различную степень диверсификации акционеров. Оценка на основе моделирования последовательно сочетает управление рисками и корпоративные финансы. Можно оптимально использовать данные систем раннего обнаружения рисков. Стоимость капитала включает в себя фактические риски в компании. Нет необходимости выводить риски из равных групп, peer-групп на рынках капитала. Рыночные несовершенства, такие как риски неплатежеспособности, страновые риски, операционные риски могут быть интегрированы без проблем. Проблемы, характерные для КПМ, такие как налоговый щит, проблема цикличности, двойной учет финансовых рисков ВАК и так далее, здесь не возникают. KPI, это Key Performance Indicators, могут быть рассчитаны на основе профиля риски. Отвечает в проектах M&A на вопросы, какая реальная стоимость получает покупатель за уплаченную цену. Simon, can you proceed? Yes, already, yeah. No problem at all. Есть два метода оценки компании на основе моделирования. Оценка компании на основе моделирования теперь может быть выполнена с помощью метода эквивалента безопасности, по-английски Certainty Equivalent Method, или метода премии за риск, по-английски Risk Premium Method. Оценка методом эквивалента безопасности покажется следующую формулу. Вы видите, что риск вычитается из ожидаемой стоимости денежного потока. Сам риск представляет собой сумму риска, умноженную на цену риска коэффициент диверсификации. Okay, Steven, can you go on? И этот оценка метод премии за риск. В методе премии за риск находится риск в знаменателе. Этот подход обычно используется при оценке бизнеса. Это же мы знаем от традиционной
key business. Okay, Simon, can you go on? Используя ранее упомянутые формулы, мы можем получить стоимость капитала, и мы видим, что стоимость капитала состоит из риск компании, здесь коэффициент вариации, и ламда стоит за цена риска, и D стоит за диверсификационный фактор. Okay, next slide, please. Теперь я хочу демонстрировать, как работает этот подход при помощи примера. Это практический пример планирования и оценка бизнеса на основе моделирования. Далее мы покажем практический пример применения оценки бизнеса на основе моделирования. Для этой цели мы используем слегка модифицированный пример оценки бизнеса, предположенный Эрнстом Хекером, Федотовой, Мартусовым и Богатыревым. Это Семен. И на его основе проводим оценку бизнеса на основе моделирования с использованием метода премии за риск и метода эквивалента безопасности. В качестве метода DCF стоит за Discounted Cashflow, мы используем метод долевого участия, это по-английски Equity Method, при котором денежные потоки в собственный капитал представляют собой соответствующие денежные потоки, а стоимость собственного капитала представляет соответствующую стоимость капитала. На первом шаге в результате семинара по рискам в компании выявляются риски, которые не были хеджированы или могут быть захеджированы компанией. Они количественно определяются путем присвоения им функции распределения. Яйчики с зеленым цветом являются входными яйчиками для моделирования методом Монте-Карло и содержат случайные числа из заданных функций распределения. На втором этапе шаге параметры Монте-Карло встраиваются в отчет прибылях и убытках и планирования баланса. Это способствует объективному планированию. На третьем шаге риск неплатежеспособности связан с моделью планирования, и вероятность неплатежеспособности рассчитывается с помощью эвристической функции с использованием коэффициента собственного капитала, по-английски equity ratio, и рентабельности собственного капитала, это по-английски return on capital employed. Яйчики желтым фоном являются входными яйчиками моделирования Монте-Карло. На четвертом шаге потоки денежных средств, собственный капитал рассчитывается как целевые значения Монте-Карло. Результатом моделирования методы Монте-Карло является сопоставление параметров денежного потока по отношению к собственному капиталу, что является основой для следующего анализа
рисков. Остаточные риски в детальном представлении довольно выразительны. Они показывают, что совместное возникновение рисков может угрожать существованию компании. Это хвостовые риски не учитывались бы при отсутствии планирования на основе моделирования. С помощью этих двух can you go back to the last? Yes, sure. В данном примере из случая показано, что компания ожидает денежный поток в размере 3,7 миллиардов евро. Однако при возникновении неблагоприятных рисков может возникнуть отрицательный денежный поток в размере 4,8 миллиарда евро. Это отклонение от ожидаемого значения в 9,5 миллиарда евро. Интересным направлением исследования является изучение хвостовых рисков с помощью теории экстремальных значений. Спасибо. На пятом шаге проводится анализ денежного потока. Рассчитывается величина риска, стандартное отклонение и коэффициент вариации. Дальнейшие расчеты относятся к стандартному отклонению для методы эквивалента безопасности и коэффициенту вариации для методы премии за риск. На шестом шаге параметры риска, в нашем случае стандартные отклонения, активно оценивается, чтобы определить денежные потоки с поправкой на риск для метода эквивалента безопасности. Помимо самого параметра риска требуется рыночная оценка риска и фактор диверсификации. Параметр ламда описывает рыночную цену риска и выражает неприятие риска. Ламда рассчитывается путем установления премии за рыночный риск по отношению к одной единице рыночного риска. Коэффициент диверсификации D зависит от фактора диверсификации инвестора. На седьмом шаге стоимость капитала для метода премии за риск выводится из эквивалентов безопасности в соответствии с приведенными выше управлениями. Для метода премии за риск выражается в стоимости капитала, в данном случае в стоимости собственного капитала. Сам риск является результатом анализа риска компании, для которого в качестве параметра риска рассчитывается коэффициент вариации. На рисунке показана стоимость собственного капитала, полученная с помощью коэффициента вариации, рыночной цены риска, ламда и коэффициента диверсификации. На восьмом шаге выполняется расчет потока денежных средств с поправкой на риск собственного капитала для метода эквивалента. На девятом шаге стоимость компании может быть рассчитана ретроградно для метода премии за риск, начиная с конечной стоимости. Мы видим, что equity value, это стоимость капитала, является 26 миллиардов евро. Тот же самый результат мы получим, когда мы
используем за другой метод, этот метод эквивалента безопасности. Из рисунков видно, что метод эквивалента безопасности и метод премии за риск приводят к идентичным значениям стоимости компании. Что мы можем изучать из этого подхода, что такое заключение? Сначала бизнес-планирование на основе моделирования позволяет моделировать совершенство рынков капитала при оценке бизнеса. И такое несовершенство – этот факт на Западе и на Востоке в наше время. Это делается посредством объективного планирования, интеграции нехеджированных рисков в бизнес-план компании. С помощью моделирования Монте-Карло риски агрегируются до целого значения, например, денежного потока в нашем примере. Детальное моделирование денежных потоков служит основой для анализа рисков компании. Из этого анализа рисков можно сделать выводы о коэффициентах риска, рейтинге, вероятности неплатежеспособности и стоимости капитала. Представленный подход позволяет дополнить оценку DCF на основе КАПАМ, оценкой DCF, рассчитывающей риски не от рынка капитала, от рискового потенциала, который реально присутствует в компании. Представленный здесь подход позволяет экспертам по оценке применить свои значения в области оценки бизнеса на основе моделирования без необходимости преодоления чрезмерных методологических преград. Это имеет ключевое значение для принятия и применения методов оценочной практики. И здесь вы найдете используемую литературу по-немецки, по-английски и даже по-русски. И было бы можно идея сотрудничать и опубликовать статьи о этот метод даже на примере России. Спасибо большое за ваше внимание. Thank you very much, dietmar. Valuation is the core theme for all financial calculations. So we conclude our conference with your presentation, but may I ask you some questions? То есть я говорю, что оценка – это ключевой вопрос для всех финансовых вычислений, поэтому диетмар здесь делает большие прорывные исследования. I'll ask first in Russian, then in English. Я хочу задать диетмару пару вопросов. First one concerns this diversification factor. Первое по фактору диверсификации. Почему здесь везде 100%? Why is it 100% here? Yes, this is still an open issue in research. So my personal opinion is if you value a company, you want to consider 100% of the risk of the company. So therefore, I always choose as a diversification factor 100%. There are colleagues who prefer to use here 50% because they say the average diversification in a portfolio is 50%. My personal opinion is that we have to differentiate whether we value a company standalone or
to value a portfolio. But this is still an open issue we have to discuss in research. Диетмар говорит, что он принимает стопроцентную диверсификацию, то есть что вы, значит, соответственно, участвуете в 100%. Это очень важный вопрос. Он говорит, что некоторые авторы принимают здесь 50%. Чтобы вы понимали, от этого процента зависят все остальные параметры, которые вы закладываете в оценку. Все вот эти вот коэффициенты. Поэтому это очень важно. I talk with students about the significance of this coefficient, because if you change something here, the whole all other parameters must be changed as well, because they are keen only for one company, one industry, not for several. So it's very important to keep it clear. Yeah, so the only numbers which will be changed if you change the company is the risk factor, the coefficient of variation in our case. So the big advantage is you can apply that for any company, but first of all, you have to identify the risks in a company, you have to quantify the risk in a company, and to aggregate the risk in a company. And what is interesting in Germany, so as a consequence of some finance scandals, by law, companies are obliged to identify, to quantify, and to aggregate their risks. And nowadays, the banks also required simulated data from the companies to provide a loan. So it's in Germany quite strict, and by law, the companies need to produce the risk data for that type of valuation. Great, let me interpret this. Диетмар говорит, что ключевым параметром в этой модели является оценка рисков и моделирование рисков, и что сейчас в Германии компании при предоставлении отчетности обязаны моделировать с учетом риска и изменения финансовых показателей, и по закону сдают эту отчетность, поэтому такое внимание уделяется именно риску. The second question, Dietmar. Yes, please. You state here that the method of equivalent and the method and the premium method provide you with similar results. Exactly. So it doesn't matter which of those two methods you apply, you get identical results. But can you explain it to students? Два этих метода приводят к одинаковому результату. Это, в общем-то, достаточно либо модель так идеально настроена, либо он что-то химичит. Either you are kidding here, either your model is idle, and I ask you to prove before students that you have a perfect modeling. Well, in that case, it's not really a big deal here with the model. No, because you take the same risk numbers. Yeah. In the one hand, you take the risk in the risk premium. You add it when you want to discount the cash flow, and in the second approach, you subtract the risk from the cash flow. But the result is the same because it's the same amount of risk you consider. So therefore, it's totally clear that you get identical results. Он говорит, так как мера риска в обоих случаях одинаковая, в одном случае она учитывается одним образом, в другом другой, поэтому все работает достаточно так идеально. Thank you very much for coming, Dietmar. So you are a friend of this Institute of International Banking Institute. We are looking forward to publish a joint book. We are collecting materials from other professors of this institute, and soon I will pass it to our publishing house, as usual, Prometei. So thank you very much, and it's a very excellent start. I have a video, I'll send it to you. We'll post the video on the Institute's website, on their YouTube account, so you will see it. Simon, it was a big pleasure and honor for me to talk to you, to my friends in Russia. Stay healthy, and I wish you all the best, and I think that approach will offer a lot of opportunities for common research. Thank you very much. So thank you for coming. Looking forward for our publishing activity, conference activity, and maybe teaching as well.
Exactly. We'll be happy if you can give some lectures to students of this institute. So till later then, and a good start. Perfect. I wish you all the best and success for the conference. Very much. Bye-bye. Bye bye. Bye.